Это не десерт, а это не печенье. Доброе рано, добрый день, добрый шашетки. Вы на канале Словенщина по-нашему, и сегодня мы знакомимся со словацкими сладостями и познаем ментальность словаков через их любимые продукты, которые вы можете найти в словацких магазинах, на чем они вырастали, на чем вырастали их родители, их дедушки, прадедушки, прабабушки, что уже много генераций в их традициях существует, и что они любят есть, как десерт, и не только как десерт. Более того, некоторые из этих продуктов даже использовали в виде лекарства. Какие привычки, традиции и даже дефициты экономик скрываются за этими сладкостями. И 20 секунд про наборы на лето. В июне стартует лагерь словацкого языка с преподавателем Еленой. Она также является детским психологом. Потоков будет 3 и утром, и вечером. А на курсы со мной вы можете записаться на август в А1 с нуля, если у вас есть минимальное знание, в А2 и в Б1. Вся информация в Телеграме, подписывайтесь на канал, спасибо, что смотрите, жду ваши комментарии и давайте начнем. Вкусовые привычки словаков не меняются десятилетиями, а то и веками. И сегодня в этом убедимся, также попробуем продукты и распределим их по уровню вкуса, как для украинца, как человека, который не родился в Словакии, и узнаем, насколько же все-таки мы подобны или наоборот, абсолютно разные. Приятного аппетита, если вы кушаете, добру хуть, и давайте приступим к видео. И начинаем мы сегодня с легенды, это горалки. Это вафли, которые существуют уже более 70 лет, конкретно в этом виде. Каждый словак их любит, знает. Седита, компания, которая производит сладости, они находятся в Середи, в Словакии. С 1965 года они выпускают эти вафли. Название происходит от слова горал, это горец. И на упаковке вы тоже видите такие белые цветочки. Это эдельвейс, который растет в Татрах. На фоне вы видите горы Татры. И давайте откроем, посмотрим, как они выглядят. И смотрите. Почему они выглядят именно так? Возможно, вы тоже удивлялись, когда первый раз их попробовали. Если вы их уже пробовали, напишите внизу. Это все потому, что в Чехословакии в 60-х годах был экономический кризис и дефицит шоколада. И поэтому, чтобы вафли казались шоколадными, их покрывали с боков шоколадом. Но здесь все еще оставалась часть без шоколада. Давайте заглянем вовнутрь и попробуем. Внутри это, для нас это обычная вафля. Как вы знаете, детские вафли Артек, например. И вот это примерно то же самое. Давайте попробуем. Также на экране показываю состав. Четко чувствуется арахис. Это качественные вафли, которые по наполнению практически не дают вкус сахара. То есть это, по сути, арахисовая паста с вафлей. И по краям покрытая шоколадом. Обязательно словаки это берут в походы, на вилеты, на любую туристику. Это сразу горалки, горалки, горалки. И давайте оценим их по шкале. S это самое вкусное, F не сдал или вообще не рекомендую. Для меня горалки это А, стопроцентная А. Их можно брать с собой, они вкусные, это узнаваемый вкус для нас. И словаки их тоже любят. Далее, пряники, перник. Это самая традиционная, обычная еда словаков, которая имеет многовековую традицию. По всей Европе, я думаю, видели пряники, которые дарят на Рождество или какие-то праздники, где написано имя, например, тому, кого дарят, или должность, или еще что-нибудь. В основном вы их видите на ярмарках. Это шоколадный пряник. Есть еще варианты не шоколадные, но их реже можете видеть в магазинах. И давайте его в середине тоже посмотрим. Это обычный пряник с начинкой. Может быть, для кого-то он покажется сладким, как и для меня тоже он достаточно сладкий, я не сильно часто их покупаю, потому что тут, по сути, джем и сладкое тесто. Попробуем. Консистенция немного туговата, сладость на высоком уровне, практически шоколад. Это дешевый перекус для студентов, школьников, которым дали один пряник, они как десерт себе его с собой берут в школу. Я же лично его оцениваю на Б, а то и на С, даже на С. Потому что он вкусный, но он очень-очень сладкий. Я сладкое стараюсь ограничивать. Следующая легенда — это дева. Возможно, вам покажется знакомым фотография этой девочки, но сходство случайно. Батончик шоколадный существует уже более 70 лет. Завод в Требишове, один из самых старейших брендов Словакии. И почему эта девочка так выглядит, изображена в народном костюме Земплина. Это регион такой в Словакии. И в чем ее особенность? Давайте откроем, посмотрим. На экране видите состав и калорийность. Возьмем один кусочек. Вот. На каждом из кусочков вы видите написано название этого шоколада Дева. И внутри такая масса. Если вы ели батон от Рошена, вот примерно это одно и то же. И в чем особенность? Это ярко выраженный вкус рома. Но это не алкогольный батончик. Здесь ром всего лишь искусственно добивается этот вкус.
Очень мягкая, нежная шоколадка. Внутренности такие тоже тягучие. Но вкус шоколада все-таки в Словакии, он, если вы пробовали шоколад из Германии, из Австрии, из Швейцарии, украинский тоже, то, возможно, словацкий шоколад вам не покажется таким вкусным. Но это больше какао-смесь, чем шоколад. В данном случае. Если вы любите сладкое к чаю, кофе, вот это отличный вариант. Более того, этот батончик экспортировали даже в Кувейт, в Сингапур, а в Чехословакии использовали так называемый не чистый карибский ром, а туземский рум. Это ароматизированный спирт из свеклы и картофеля. Но в современном виде батончика это всего лишь ароматизаторы и усилители этого вкуса рома. Но его здесь нет. Это не алкогольный батончик, поэтому спокойно можете покупать детям. Я бы дал оценку этому батончику Дева Б. Достаточно вкусно. Каштаны, самый премиум по виду батончик. Не удивляйтесь, но каштанов здесь нет в составе этого батончика. Но хотя у него есть своя особенность. Здесь написано ледове, то есть ледяные. И когда мы их пробуем, у вас такой немножко холодок во рту появляется. Абсолютно разные вкусы бывают. Белый, молочный, черный в данном случае. Горький шоколад выпускается более 50 лет. Фирма Orion. Скорее всего, видели, это чешская фирма сейчас. Но в Словакии тоже это популярно. Давайте попробуем. На экране видите состав. Давайте посмотрим на батончик. Это обычный батончик, достаточно мягкий. Начинка вот так выглядит. Попробуем. Здесь шоколад намного лучше, чем в Деве. Консистенция потверже. Разделяется вкус фисташки и шоколада. То есть, когда вы это едите, вы понимаете, что где что. Это не просто сплошная масса или сахар. В Деве сахар чувствовался, здесь нет. Если вы попробуете, я думаю, не разочаруетесь. Я бы даже поставил это на А, наравне с горалками. Как десерт? Отлично. Переходим к обману. Бананы, которых 0,6% бананов. Это все ужасно, конечно. Когда с Чехословакии был дефицит, бананы были редкостью. Поспрашивайте у словаков, насколько они часто ели вот такие батончики, которые уже там 50-60 плюс словаки, что вам они скажут. Это по сути желе, которое покрыто шоколадом. Конкретно в данном случае это белый шоколад. Классически это все-таки молочный или черный шоколад. Давайте посмотрим. Тут даже покажу весь. Форма вот такая. По сути, это банан. Белый выглядит лучше, потому что черный, но черный банан как-то нелогично. Внутри это вот такая масса. Вот, тянется. По вкусу это желе. Банановое желе, в котором чувствуется, как будто это банан, но там банана мало. Кто любит желе, вам понравится точно. Также из-за такой смеси, чтобы она удерживала свою желейность вне холодильника, она немножко отдает жвачкой. Такой баблгам, такой розовый, знаете. Мягкий вкус. Вот в Деве и в Каштане сахар чувствовался сильнее, хотя здесь его не меньше. Но все-таки я поставлю его где-то на D. Для меня желе не самое вкусное, как и солонки. Солонки — это такие конфеты, которые вешают на стромчике, на елке. И вот бананы, там тоже существуют такие маленькие бананы, что можно вешать. Следующая легенда для студентов — это студентская печать или печать по-чешски. Это то, что я тоже ел, когда я в Словакию приехал. Я был очень сильно удивлен, что это такое, почему в шоколаде. В данном случае здесь нет того, что... Ну, я прикреплю фотографию. Обычно находятся орехи, желе, и иногда изюм меняют, папайю, груша и такие разные ягоды, может, фрукты тоже. Для студентов максимально питательное, надолго хватило как бы наесться. Уже тоже существует более 50 лет. Шоколад вкусный, если вы никогда не пробовали, скорее всего, вам понравится. То, что там кусочки желе, изюма и орехов, все в одном. Ну, к этому можно привыкнуть. И давайте откроем. В данном случае это просто батончик. Выглядит как смесь Марса и таких рисовых шариков. Слышите, да? Крутит. Если вы ели Lion, вот примерно такой вкус. Именно это я бы поставил на С, но студентский шоколад я бы поставил на Б. И переходим теперь к круглым вафлям. Федорка. Это нестандартные вафли, которые имеют очень много вкусов. Идет от чего? От круглых вафель, которые продавались изначально в купелях в Чехии, например, если были в Карловых Варах. Вы знаете, такие квадратные коробки, но круглые вафли. Большие такие. Эти вафли как делались? Тоже, чтобы удешевить, круглую вафлю намазывали шоколадом или массой, еще одну вафлю, массой, вафли. И получалась вот такая тонкая вафля, которую могли разрезать на треугольники, и получалась треугольная вафля. Или вот так вот, когда это все в одном в таком маленьком формате и помещалось в карман. Давайте посмотрим. Покажу дизайн, Федорка. И попробуем. Внутри это несколько слоев вафли с какао массой.
Это, возможно, лучший вариант, который я видел за полгода. В данном случае это ореховая федорка. И кто бы что ни говорил, но здесь я ее ставлю на S. Для меня это самая вкусная вафля в Словакии. Далее, это ями. Вот здесь это уже максимально похоже на солонки, которые вешают на стромчики. Потому что здесь сделан акцент на фруктовость. Желе, эти вкусы для них привычны, потому что джемы они любят. Делают эти батончики Фигаро. У них есть шоколадка, которую вы, скорее всего, узнаете, прикреплю где-нибудь здесь. Посмотрите на ее дизайн и что она вам напоминает. Напишите в комментариях, если вы узнали. Сразу при открытии очень чувствуется желе и по виду, ну, красивый вид. Вот, переливается, такая желейность. И видите, тоже тянется. Кто любит желе, еще больше, чем банан, вам понравится, потому что в банане такой привкус жвачки есть. Здесь это, по сути, чисто сваренное желе с сахаром, но сахар чувствуется на зубах. Я лично, как не фанат желе, поставлю на но, возможно, у вас это будет выше. Дальше пойдем на современные сладости. Это вот такие мюсли. Потому что в 90-х появился доступ к разным продуктам и ушел дефицит. Текмар — это конкретно производитель, и они делают такие как фитнес, но не совсем, потому что сахар все-таки здесь. Вот посмотрите состав, и это не совсем фитнес-батончик, но как перекус где-нибудь в Татрах, опять же, когда вы гуляете, когда вы потратили много энергии, достаточно хорошо. Кто занимается диетологией, если вы где-то находите, теряете энергию, быстрые сахара все-таки это то, что нужно. Потому что вы, когда теряете энергию, вам нужно быстро восстановиться. Но когда вы принимаете шоколад в этом моменте, он сразу же используется. То есть это быстрый сахар, который идет в энергию напрямую. Если вы после пробежки, после чего-то съедите шоколад, он уже пойдет не совсем в энергию, а в жир. Потому что организму не нужно столько энергии. Смотрим. Конкретно это белый вариант. Белый шоколад. И покрытые мюсли, овсянка. И давайте попробуем. Парадоксно, здесь меньше всего сахара из всех продуктов, что я сейчас ел. Ну, ладно, в прянике меньше. Но чувствуется сахар очень сильно. Скорее всего, из-за белого шоколада. Ну и плюс сама вот эта начинка, она слишком связана с сахаром. Есть другие батончики, которые вообще практически не вот, например, МК, мюсли, подобные делают. Они делают без сахара. Там где-то грамм 5 сахара будет, а тут около 40. Это я поставлю тоже. Даже я бы сказал, что ями мне понравился больше, чем этот мюсли. Далее, посмотрим на... лекарство. Словацкое лекарство. Пишкоты. Скорее всего, вы их видели в магазинах. Возможно, вы не понимали, что это такое. Это печенье или какое-то тесто, или что это такое, что же шарики, кружочки. До сих пор я могу сказать, что это один из самых натуральных продуктов, который здесь был представлен. Потому что здесь они наполовину состоят из яиц. Конкретно это из Лидла, Сонди. Их применяли как лечебное средство в Чехословакии от, например, отравлений. Если вы плохо себя чувствуете, если вы заболели, если живот болит в целом. То есть простудились, живот болит, вот это пишкоты. Чай крепкий с пишкотами вас лечил. Потому что, по сути, здесь яйцо и мука. Все. Другое название это савоярди, но все-таки в савоярде больше сахара. Здесь сахара тоже 37 граммов, но он так сильно не чувствуется. Плюс дополнительно, это очень хорошая база для тортиков, таких пудинговых, легких десертов. То есть как слоями, вместо теста вы просто накладываете слоями эти пишкоты, заливаете его пудингом. Пишкоты, пудинг, пишкоты, пудинг, и у вас получается торт. Потом сверху какими-нибудь фруктами или какой-то шлягачкой с битыми сливками. И в холодильник. Все, готов десерт. Простой, легко переваривается, вкусный, полезный. Более того, делают для животных пишкоты. Есть специально пишкоты про псы. Поэтому, если вы еще не попробовали, очень советую. Вам, скорее всего, это понравится. Посмотрим ближе. По консистенции это, по сути, запеченное яйцо с мукой. Это не совсем безе, савоярди и так дальше. Это больше мука. Вот, два кусочка покажу. По вкусу что-то среднее между безе, савоярди и печеньем. То есть держится хорошо, масса формируется такая хорошая, но чувствую, что она питательная. Здесь много белка, хоть и в соотношении с сахаром не совсем хорошее количество, но я как студент тоже делал пудинг с этими пишкотами, и мне было вкусно. Удобность в том, что в холодильник поставили, все, и забыли. Я поставлю это на А. Для меня это все-таки продукт, который связан уже со мной, с моей историей, поэтому попробуйте и вы, напишите, если вы пробовали, как вам по вкусу. Дальше, подобный продукт, который тоже все словаки, абсолютно все словаки, все генерации знают, и взрослые, и дети. Это арахидовые хрумки, то есть арахисовые хрустяшки, дословно. Или палочки. Не имеют сильно вкуса соли, кукурузные палочки с арахисом. И это как раз отображается на составе. Состав тут достаточно неплохой. Тут, например, превалирует жир, но и белок.
Сахара здесь нет. Для них это очень сильная ностальгия. Почему до сих пор такая пачка? Простой принт, ничего особенного здесь нет. Сама пачка как будто из 70-х годов. В этом-то и смысл. Я думаю, вы уже замечали, в Лидле есть часто ретро-тыждень. И вот как раз на это и ставка, что ностальгия, купите старое, вот эти вот три цвета, видите, белый, синий и красный. Это же чехословацкие цвета. Сразу, если понюхаете, вы скажете, что это арахис. Это не палочки, это просто арахис. Здесь по вкусу и по качеству это максимально простой продукт. Показываю. Но по вкусу вот соль и немножко жирка. Обычные палочки наши не такие жирные. Наши прям распадаются, а эти больше из-за того, что здесь арахис. Он делает эти палочки более такими насыщенными. И послевкусие кукурузы. Сначала вы четко чувствуете арахис, на запах, на вкус, и потом кукуруза доходит. И где-то отдаленно соль еще есть. Я это поставлю на Б. Для меня это не супер продукт, но не самый худший. Наконец-то я поем. Тема йогурты. Это отдельная тема, потому что сыры и молочная продукция в Словакии в целом очень распространена. Я думаю, вы видели, что сыры по ценам своим отличаются от Украины, например. Сыр камамбер, он будет в разы дешевле, чем в Украине. Причем он будет местный. До евро вы купите такой 100-граммовый кусок. Но мы сегодня разбираем сладости, поэтому начнем с легендарного термикса. Термикс это, смотрите, какая упаковка. Внимательно заметьте. Видите, нестандартная. Она невысокая, и она почему-то квадратная, такая овальная. Это сделано для того, чтобы дольше хранился десерт, и чтобы вы не открывали лишний раз большие банки. То есть он маленький, форма его позволяет удерживаться в упаковке. Проведем эксперимент. Он не падает, когда вы переворачиваете эту упаковку. Вызывает ностальгию, видим дизайн. Попробуем. Покажу вам секрет термикса. Вот так он выглядит. Видите? Даже потрушу. Ничего не выпадает. Это его особенность. Возьмите любой термикс, который в хорошем сроке годности. Сама консистенция такая творожная очень. Сахар здесь есть, но творог все-таки здесь второй. Так. Но если вы едите просто, здесь очень сильно чувствуется творог. Вот, например, пешкоты у вас есть? Возьмите пешкоты, натрите их этим термиксом. У вас готовый торт. Творожно-яичный торт. Абсолютно все, кто словаки, кто 30+, у них это в ностальгии очень проявляется. Я его поставлю на S-тир, так как я ем больше творог обычный, но это очень сильный конкурент и сильный аналог, если вы любите более сладкое что-то, но при этом полезное, это оно. Следующие йогурты это смотановые йогурты в таком формате. Райо из Воленски специально выбрал, потому что это словацкие производители. И в чем их особенность? Что это не просто йогурт, это йогурт с повышенным содержанием жира. Видите составы. И по вкусу они, как обычный йогурт, но немножко более густое. Пробовать не будем, потому что это по сути йогурт, который просто загущенный. Но для меня все-таки главное, чтобы там были белки и как можно меньше сахара лишнего. Для меня это вкусно, но лишь иногда. Я поставлю на С, из-за того, что там сахар бывает больше 12 грамм, там 15, 18. И последний йогурт это Машкртко от Тами. Тоже это словацкая фирма. Конкурент Прибеначика, творожный десерт. Опять та же проблема, что и с йогуртами обычными. Много сахара, мало белка. Термикс выигрывает, потому что там обычно те же 12-15 грамм сахара, но белка там больше. Это больше как десерт. Тоже по вкусу отлично. Я бы поставил на S, если бы не сахар, поэтому поставлю на А под термикс. Поем еще. Термикс после этого видео вы прям должны купить. И последнее на сегодня, но не менее важное, второе блюдо. Это не десерт. Называется кнедле, замякова творогова. В данном случае чучуреткова пунка. Пунка это начинка. Для нас кажется десертом, как какие-то вареники, например, с вишней, что мы не съедим после супа, например, сразу не съедим кнедли. А словаки съедят. Если спросите у старших словаков, которые еще родились и жили в Чехословакии, пятница у них была принята как сладкий обед. В некоторых университетах, в некоторых школах, средних, закладных, все еще это чтется. И в пятницу вы можете увидеть, что там подают пареные бухты, кнедли, какие-то с пудингом что-то смешанное. И вот это как раз та традиция из Чехословакии. Кнедли раньше ели после супа. Во время поста они не могли есть мясо, и поэтому они ели эти кнедли. Есть и мясные тоже, есть с капустой, есть с уткой. Не путайте кнедля как хлеб. И вот кнедли такие кнедлички, да, вот маленькие шарики. Их обычно варят, с маслом подается или с фруктами. И по вкусу очень хорошая еда наряду с варениками. Я бы сказал, что вареники даже немножко хуже, потому что вот кнедли смесь больше картофельна.
мучная, а у нас чисто мука, вишня и какие-то там еще фрукты другие. Тоже по составу видите, 13% картошки с мукой смешанная, и половина из этого еще будет плунка. Для меня это продукт очень хороший, вкусный, когда что-то быстро приготовить, я бы поставил это даже на S-тир. И в итоге у нас получилась вот такая табличка. Пишите в комментариях, с какими продуктами вы согласны в моем рейтинге, с какими нет, какие уже пробовали, какие вам понравились больше, чем что-либо, что вы ели, и какие вы хотели еще попробовать. Возможно, я сделаю об этом видео. В Телеграме наборы на курсы в августе. Для детей уже в июне стартует лагерь словацкого языка. Записывайте своих детей. Преподаватель Елена отлично ладит с детьми, она разбирается в психологии и разбирается в словацком языке. Она умеет завлечь детей, когда дети, по мнению родителей, например, не хотят учиться. У нее, как вы часто пишете мне в комментариях, что у меня дар учить людей, так у нее дар работать с детьми. Она умеет вытянуть самые лучшие стороны у детей, чтобы они могли действительно что-то выучить и при этом в игровой форме. Я специально наставил на том, чтобы этот лагерь словацкого языка, специально называю курс, был основан на игре. Ваши дети будут учиться через игру словацкому языку. Все регистрации будут в Телеграме. Спасибо за комментарии, за лайки. Ochutnávajte nové potraviny, nové sladkosti. Пишите в комментариях, как по вкусу. А на днеска by to bolo všetko. Majte sa. Увидимся в новых видео. Ahojte.